Здравствуйте, подписчики! Сегодня фильм «Не уходи», 2004 год. Авторы сценария Маргарет Мадзантини, Серджо Кастелито. Режиссер Серджо Кастелито, в ролях Серджо Кастелито и Пенелопа Круз. Бюджет неизвестен, я не смогла найти. Сборы 12 миллионов. Смею предположить, что бюджет превысил сборы. Сюжет. Главный хирург Тимотео, у него жена и дочь лет 15. В начале фильма дочь разбивается на мотоцикле. У нее черепно-мозговая травма, ее оперируют, и вот все это время, пока ее оперировали, он вспоминает. Однажды по молодости у него ломается машина, и он знакомится с девушкой в баре, ее зовут Италия. Девушка неухоженная, с щербинкой в зубах, плохо одета, волосы взъерошены, страшненькая даже. Ему надо было позвонить, и она любезно предлагает ему дойти до ее дома и позвонить от нее, что он и делает. Уйдя и вернувшись, он ни с того ни с сего набрасывается на нее, можно сказать, насилует. Правда, он до этого немножко выпил в баре. Потом он стал периодически наведываться, потом он предложил ей поехать с ним на конференцию. В общем, так вышло, что почти одновременно забеременели и жена, и любовница. Италию стала тяготить неопределенность, и хирург обещал ей поговорить с женой. И он собирался это сделать, и именно в этот вечер он узнал, что жена беременна. Я так поняла, что Тимотео с этого момента перестал видеться с Италией, но однажды в дождь он, сажая беременную жену в такси, заметил Италию, наблюдавшую за ними. Он отправил жену и разыскал ее. Ну, в общем, Италия поняла, что он никогда не оставит жену. Сделала нелегальный аборт неудачно. Они были вместе, когда у нее поднялась температура. Он отвез ее в больницу, сам прооперировал, удалил матку, было сильнейшее кровотечение. Утром она пришла в себя на мгновение и тут же умерла. Когда она собиралась уезжать после рождения дочери у Матео, он говорит ей: «Не уходи». И когда дочери делали операцию, у нее остановилось сердце, он стал массировать сердце и, рыдая, просил: «Не уходи». В финале дочь приходит в себя, жена и муж возле дочери. Тимотео берет из шкафчика бордовую туфлю, выносит на улицу и оставляет на мостике, где ему привиделась сидящая на стуле Италия. Теперь о своих впечатлениях. Фильм я видела очень давно. И я долго сомневалась, Пенелопа Круз ли это. Я привыкла видеть, что она роковая красавица, а тут просто страшилище. Прическа, походка, гардероб, щербинка. Даже когда они занимались сексом, она была неуклюжей и как будто впадала в ступор. Правда, потом она призналась, что в подростковом возрасте ее насиловал родной отец. Во всей этой истории мне было очень жаль Италию. Страшная травма от инцеста. Встретила и полюбила Тимотео, а он ее предал. И после аборта она сказала: «Я все правильно сделала. Я была бы никудышней матерью. А разве была ее вина в том, что я отец насиловал?» На мой взгляд, это лучшая роль Пенелопы Круз. Такой надрыв пробирает до костей. Сцена прощания с собакой, она отдает ее соседу и кричит громко, как бы зло. И я чувствую такую боль и от потери ребенка, и от потери любимого человека. Сначала весело, потом срывается на раздражительный крик. «Эй, не волнуйся, мамочка скоро вернется. Не безобразничай, будь умницей. Тихо, придурок». А бедная собака рвется к хозяйке. Без слез невозможно все это наблюдать. Это уродливая короткая стрижка, у нее завелись вши. Это сильно впалые глаза, голубые тени, дурацкое платье. А как она бежала по освещенному тоннелю. Нелепая, жалкая, но не вызывающая презрения, а вызывающая желание защитить, обнять и обнадежить. В жизни Италии не было ничего хорошего. Но мужчина ворвался в ее жизнь, подарил ей любовь страстную, я бы даже сказал, неистовую, которая просто уничтожила ее. Я, честно говоря, когда увидела Пенелопу Круз в этом фильме, я подумала, что вот так она выглядела, пока не стала сниматься в Голливуде. Но, оказывается, до этого фильма был уже фильм «Ванильное небо», так что она просто перевоплотилась как внешне, так и внутренне для этой роли. Сейчас я скажу глупость, но все равно скажу. Мужчины, не обещайте бедным девушкам того, чего не можете дать. Слишком дорогую цену им приходится платить. Сказать, что фильм трогательный, грустный, трагичный, это не сказать ничего. Почему Пенелопе Круз Оскара не дали за эту роль? Она получила Оскара за роль второго плана в фильме Вуди Аллена «Вики Кристина Барселона». Да, по-испански темпераментно, эмоционально, экспрессивно, но не более того. А в «Не уходи» передать такую боль. Вся ее жизнь какая-то кровоточащая рана. Многие ее, да и не только ее, Круз я имею в виду, голливудские фильмы, оберточные, красиво-фантичные, что ли. Ничего умного не приходит на ум. А испанские, итальянские фильмы, они совсем другие. Посмотришь такой фильм, и такое чувство, как будто в прорубь тебя окунули. В общем, у меня не хватает слов, чтобы передать всю гамму чувств, которые я испытывала после фильма «Не уходи». Когда он говорит Италии: «Не уходи, я не смогу жить без тебя», она бьет его по щеке легонько и отвечает: «Сможешь, сможешь».
И зачем люди так говорят? Ведь знают, что врут. Киноманов-киноведов прошу не нервничать. Это всего лишь мои чувства и мысли. Все равно к ним никто не прислушивается. Но фильм рекомендую всем, и мужчинам, и женщинам к просмотру. На сегодня все. Всем пока.